Здраво свима! Я Анастасия, рассказываю о Сербии, о природе, об интересных местах. Сегодня мы едем на восток Сербии, из Ниши это 141 километр, 2 часа 40 минут, из Белграда будет 3 часа 40 минут. В этой части мы еще не были. Едем через Княжевац, Заячар, город Бор. Бор – это промышленный горнодобывающий город с развитой цветной металлургией. Только посмотрите, какой огромный котлован, невероятные масштабы. Китайцы сейчас заправляют, надеюсь, частично. Проезжаем село Кривиль, взору открывается потрясающий гребень, который называется Великий Крш. Мы еще его сегодня увидим. Проезжаем планинарский дом и разбиваем кемп у этого небольшого озерца. Здесь мы будем отдыхать 2 дня. Приехали мы с ребятами из клуба «Железничар». Они будут лазить по скале со снаряжением, а мы в первый день идем на гору Стол, а во второй день идем с ними на стену, а потом едем на Борское озеро. Горный массив очень выделяется. Он стоит отдельно и простирается на 3 километра. С одной стороны это просто обрыв, вертикальная скала, по ней лазают со снаряжением. С другой стороны она доступна для восхождения на вершину. Интернет внизу не работает, только когда на 1/3 поднимешься по горе. Я запустила трек, но внизу не смогла его завершить, потому что интернета не было. Поэтому трек кривоват, я его подкорректирую. Мы поднимаемся, взору открывается хребет Великий Крш. Крш переводится как карст, и оно отражает состав горных пород. Чуть ближе есть Малый Крш, но его отсюда не видно, он невысокий. Общая длина Большого и Малого Крша 20 километров. Наивысшая точка носит такое же название Великий Крш и составляет 1148 метров над уровнем моря. Мы же поднимаемся на Стол, его высота 1155 метров, примерно на тот же уровень. Да, не упомянула, это Карпато-Балканские горы. Встретили очень интересного кузнечика. Много кузнечиков. Все просто звенело от их стрекотания. Посмотрите. Я не смогла оставить оригинальный звук стрекотания из-за ветра. Это жужжащий крыльями кузнечик. Такого в России нет. Он водится в основном в Центральной Европе, особенно в центральных и южных Альпах, на высоте от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. Это самец, у него красное брюшко, и он отлично летает. А вот и вершина. Увидев на карте, что можно сделать круговой маршрут, мы так и рискнули. Но когда дошли до второго стола, это ниже по хребту, тропа стала ненатоптанной и куда-то пропала. На карте она есть, даже разметка туристическая есть, а люди не ходят. Вернее, мало ходят и видно по-разному. Когда чуть спустились, увидели, что следы человека появились. А до этого камни и кустарник, пришлось потрудиться. По дороге пособирали душицу на чай. Было очень жарко, мы практически кое-как доползли до кемпа. Но нас ждало прекраснейшее вознаграждение. Лучше этого небольшого озерка в тот момент ничего, пожалуй, не было. Владислав, организатор наших выходных, родом из этих мест. Его семья, родители, брат, сестра организовали ужин. И я не снимала, к сожалению, не знаю, мне было неудобно. Но не сказать не могу. Гостеприимство и радушность – главные черты сербов.
Вот так взяли, купили мясо, чевапи, овощи, все привезли к этому месту, приготовили. В общем, спасибо им большое, это очень приятно и вкусно. Очень интересная фотография получилась ночного неба и скалы. Она отсвечивается даже при тусклом свете звезд и луны. Утро следующего дня началось с водных процедур. Это классно после ночевки троих в маленькой палатке на двоих. Айдар приготовил супец с лапшой и колбасой, а это готовили наши соседи. Ну, вы, наверное, видели в коротком видео. И вперед на стену. Такой это удивительный и невероятный спорт. Иногда кажется, что и зацепиться негде на этих скалах. А ребята вообще молодцы. Айдар тоже пробует, но он в обычных кроссовках. И это сложно, очень сложно. Потом попробовал Данил. Он немного занимался, но это было в зале, а это природный рельеф. И опять же в кроссовках. Так что они молодцы, браво! А мы спешим назад. Ребята вечером рассказали про чудесное озеро в Боре, и мы его решили посмотреть и искупаться, конечно. Борское озеро – это искусственное озеро, созданное в 1959 году путем возведения плотины. Находится оно на высоте 438 метров, окружено хвойными и лиственными лесами, несколько пляжей, есть автокэмп. Озеро действительно очень красивое, но очень много народу. Мы доехали до ближайшего пляжа и просто постояли в воде. Как говорится, яблоку негде упасть было, поэтому мы быстро убежали. Если плавать, то лучше идти по берегу куда-нибудь дальше, там народу будет поменьше. А нам еще ехать домой, поэтому прощаемся с этим местом. По дороге обратно, прямо на трассе, на столбе, аисты возвели гнездо. Оно невероятного размера, просто огромное, и на нем сидят птенчики. Тяжело назвать их птенчиками, очень большие птицы. И не поверишь сразу, что это птенцы. Часто аисты гнезда строят на мощных опорах или крышах больших зданий. Вес гнезда достигает несколько центнеров, а его диаметр около 1,5 метров. На этом у меня все. До встречи в прекрасном месте. Пока-пока.